Здравствуйте, с вами Аня, и вы на канале «Обо всем понемногу». Сегодня мое видео для новичков в швейном деле, и мы будем с вами подшивать толстые джинсы на бытовой швейной машине. Итак, хитрость первая. Если у вас нету ниток, вот такие они для джинсовой ткани, для отстрочки джинсовой ткани, толстых таких, вы можете использовать обычные тонкие нитки в 2 сложения. Далее, толстые нитки или в 2 сложения нитки мы наматываем на шпульку. Не ставим сверху, потому что такая толщина может не пройти в игольное ушко. Сколько же нужно намотать, чтобы и лишнего не осталось, и хватило? Об этом я тоже вам сейчас расскажу. Вы измеряете ширину штанины и прибавляете где-то сантиметров 15. А выглядит это, допустим, вот так. Ну, где-то вот. Я не прям сантиметровой лентой измеряю, а ниткой. Вот так. Вот такое количество, получается, нам нужно на одну штанину. Отмеряем такое же количество. И отрезаем. Для чего нужен запас 15 сантиметров? В начале шва у вас остается нитка, и в конце шва у вас остается нитка. Чтобы этот запас у вас был, лучше оставить. Нитку на шпульку я уже намотала. Пока отложим в сторону. Для верхней, наверх нитки ставим приблизительно подходящий к тону джинсов. У меня джинсы уже обрезаны. Если у вас они еще не обрезаны, обрезаем. Оставляем запас на подгибку. Все по-разному оставляют. Приблизительно где-то, наверное, сантиметр 2,5. Даже 3 можно оставить, чтобы раз и раз. Кто с этим делом сталкивается впервые, вам обязательно нужно сначала их наживить. Наживить и загладить вот в такое состояние. Если вы уже какой-то навык имеете, можно воспользоваться, но все равно заглаживать лучше наживленные. Можно воспользоваться вот так иголками. Гладить с иголками ни в коем случае нельзя. Если будете, хотите побыстрее там, или уже навык имеете, можно сделать вот так. Заделали здесь иголкой. Здесь иголкой. И вот это загладили. От булавок, вот от этих, от английских, могут оставаться подпалины. Потому что они очень греются сильно. В общем, когда вы уже все это наживили, отгладили, у вас вот это вот уже получилось. Все. Приступаем к нашей вот этой толщине. Если в 2 раза, то еще можно ее прошить. Вначале можно отбить ее молотком, кто не знает такой секретик. Можно отбить молотком, а можно, я делаю другой стороной ножниц. Отбиваем. Он уже, если просто не обмятая толщина, этого достаточно. Если же у вас толщина и после этого остается такая серьезная, это в 2 слоя. Мы точно знаем, что у вас не пробьет такую толщину в 3 слоя. Значит, поступаем следующим образом. Вот у вас первый загиб. Загибаем. Вот здесь вы загладили, и у вас уже вот этот заломчик остается. Берем ножницы. И вот здесь прорезаем шлеп. Шлеп.
Здесь мы булавочками закрепим. Кстати, если булавочки ставить перпендикулярно, а не параллельно, можно прям через них шов делать. То же самое проделаем с другой штаниной. Все, идем на машину. Итак, нитки заправили. Начинаем. Начало шва, как и конец шва, должен быть с внутренней стороны штанины на шаговом шве. Если вы первый раз и боитесь, что у вас не будет ровная строчка там внизу, у нас же получается красивая отстрочка остается внизу, здесь есть специальное деление. Запоминаем, на какое деление вы делаете отстрочку. Ну, допустим, я делаю вот на этом. Это у меня 3-я полосочка. Опускаем лапку. И приступаем к отстрочке. Обрезаем нитки. Вот такая закрепка у нас получилась. Все, первая штанина у нас готова. Приступаем ко второй. Кто-то, может быть, заметил, что у второго шва я не вырезала, как сказать, ну, не делала эти разрезы. Потому что здесь, за счет того, что шов выполнен не таким образом, здесь меньше наслоения вот этих тканей самих. И поэтому здесь еще машинка проходит. Но их лучше тоже немножечко отбить. Тогда легче просто будет. А так начинаем также с этого шва. Вставили, не забываем, что у меня это около 3-й полосочки. Краешек джинсов ставим на 3-ю полосочку. Лапку ставим на начало, на шов, вот на этот, на перпендикулярный. И поехали. Ну, вторая штанина у нас готова. Обрезаем нитки. Все. Ниточки мы все подрезали. Булавочки удалили. И внимание, будьте осторожны при работе с булавками. Часто бывает так, что забудешь, в каком она месте, и натыкнешься пальцем на нее. Дальше. Вот мы сделали наши швы. Дальше вопрос. У нас остались вот эти штучки. Мы их просто берем и сравниваем ножницами. Вот так. На одной штанине. И то же самое на другой штанине. И все. И они у нас никуда не денутся. Здесь махрявиться не будет. Здесь у нас прошито. Все закреплено. И очень легко прошивается в 2 слоя. У нас осталось только отпарить низок. Если остались какие-то вопросы, можете задавать в комментариях к видео. А у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Аня и мой канал «Обо всем понемногу».